Здрасте, можно, с вами Скерс, и вот наконец-то Торфин возвращается на канал. Сорян, что так затянул, пробовал там всякое делать, но сейчас почти без перебоев дойдем до ангоинга. Если нравятся видосяны, не забудь подписаться и вдарить по лайку, а то вы частенько забываете об этом, вот. Ну ладно, теперь погнали. Осада Йомсбурга начинается. Перед началом сражения один из воинов делится своими планами. Это будет его последняя битва. Слишком стар он для этого дерьма. Вот получит добычу и будет нянчить внука. У него спрашивают, а Вальгалла для него какая-то шутка? Дед говорит, что это тоже неплохо, но внука он любит больше. Вот когда доживет до его лет, поймет... От старика осталось лишь мокрое место. Война. Это вам не это. Переносимся к мелкому, который пытается спасти друзей Торфина. По дороге он рассказывает, что Йомсбург окружен двумя армиями. Это сражение за власть над Йомсвикингами. Те, кто хотят сделать его вождем, сейчас защищают крепость. Но усадить его на трон решил дедушка. Ему же этот титул не нужен. Лейф смекнул, что он не по доброте душевной помогает им. Так и есть. Бальдер хочет, чтобы они уговорили Торфина остановить эту битву. К тому же он куда больше подходит на роль вождя. Он уверен, ему удастся убедить своего деда. Для этого нужен всего лишь год. А после он устроит бескровную передачу власти. Вся троица удивилась. Эйнар говорит, что Торфину эти ваши Йомсвикинги вообще не интересны. Он точно не среди захватчиков. Бальдер в замешательстве. Ему сказали, что там Торфин. Эйнар уверяет, что это наглая ложь. Лейф успокаивает его. Они все выяснят, когда выберутся отсюда. Хотя они и не видели Торфина уже давно, но он точно не там. Так что они не смогут сделать то, что он от них хочет. Бальдер все понимает, но в любом случае будет лучше, если они покинут Йомсбург. Лейф благодарит его и обещает, что они передадут его желание тем, кто осаждает крепость. Мелкий просит их поторопиться и показывает тайный ход. С виду обычный колодец. Бальдер рассказывает, что никто не знает, когда он построен, но он очень стар. Вода внизу на самом деле не из-под земли, а из реки, что течет рядом с крепостью. Колодец соединен с ней подземным туннелем. Он понял это, когда однажды колодец пересох, как раз в то время, когда немного обмелела река. Об этом знает лишь он и несколько слуг. Лейф впечатлен. Он и правда вверяет им такой важный секрет. Бальдер говорит, что в случае чего, они всегда смогут обрушить тоннель. Эйнар решает проверить, смогут ли они проплыть там. Спустившись вниз, он говорит, что все в порядке. Лейф последовал его примеру. А девушка решает предложить малому сбежать вместе с ними. Ведь ему здесь не нравится. А у них довольно веселое путешествие намечается. Но все портит солдат. Увидев молодого господина, он просит его покинуть это место. Гудриджа он принял за служанку и приказывает ей проводить Бальдера в укрытие. Малой пытается отмазаться. В этот же момент Лейф, не зная ситуации, кричит Гудрид, чтобы она спускалась. Солдат напрягся. Бальдер пытается его убедить, что ему показалось. А Гудрид в попытке спасти ситуацию уверяет, что ее пердеж напоминает мужской голос. Стражник не настолько туп. Она что, шпионка? Гудрид уверяет, что нет. Чтобы спасти старого и отвести от себя подозрения, она швыряет в колодец ведро. Всем своим видом она показывает старику, что ему нужно уходить. Солдат отталкивает ее и швыряет копье в колодец. Впрочем, попасть ему не удалось. Девушка спрашивает, и зачем он так сделал? Сама же переживает за старика. Только бы он выжил. Но что ей-то делать? Осада города набирает обороты. Людям Флоки удается сдержать натиск. Один из обороняющихся в открытую насмехается над ними. Какие же слабаки. Затем он увидел своего знакомого. И оказалось, это его брат, который давно покинул дом. Подумать только, все это время он был в армии Торкеля. Как бы чел не пытался обратить на себя внимание, все тщетно. Тогда парень придумал способ, как обратить на себя внимание. Он привязал к стреле кольцо. Когда он его увидит, то поймет, где его брат. Его пытаются остановить, ведь за это его могут посчитать пердателем. Но он уже выпустил стрелу. Увы, но он явно не леголаз. Мазила прикончил своего брата. Впрочем, расстраиваться долго ему не пришлось. Вражеские стрелы настигли его. В это же время на армию Торкеля сбрасывают бревна. Здоровяк, подоспевший на поле брани, останавливает одно из бревен.
Увидев это, осажденные начинают сбрасывать еще больше. Торкелю удается заблокировать и их. Его люди хотят помочь, но здоровяк кричит, чтобы они не теряли времени, и наступали. Наверняка это были последние бревна. Пусть все воины сосредоточатся здесь. Впрочем, кое в чем он просчитался. Бревна облили маслом и подожгли. Все горит. Торкель завопил от боли. Осажденные ликуют. Им удалось сокрушить Торкеля Длинного. Здоровяк же со всех ног мчится к воде. Тем временем Торфин наконец добрался до Йомсбурга. Он просит Хильду и Пучеглазика ждать его здесь. Скоро он вернется вместе с друзьями. Однако арбалетчица не собирается отпускать его. Она пойдет с ним и будет следить за его действиями. И даже то, что там война, не дает ему права убивать. Если он кого-нибудь убьет, в тот же миг получит стрелу в лоб. Торфин все понял. Эйнер и Лейв, кстати, сумели выбраться, и сейчас находятся между молотом и наковальней. Узнав, что Гудрид осталась там, парень собирается вернуться. Но Лейв говорит, что это не лучшая идея, ведь если это заметят, то все узнают о тайном проходе. С ней Бальдер, им остается надеяться на него. А сейчас им лучше подумать о собственной шкуре. Эйнер не понимает, почему они бегут в самое пекло. Старик уверяет, что в этой суматохе их никто не заметит. Но он просчитался. В его ногу попала стрела. Эйнер тут же подскакивает к нему и взваливает себе на спину. Он просит старика продержаться немного. Им нужно пересечь ров. И один из нападающих кричит, чтобы они бежали сюда, иначе их прикончат. Он швыряет им цепь. Эйнер хватается за нее и поднимается. Вот только этим челиком оказался Сигурд. Тем временем Эскилу и его товарищи докладывают, что Торкель серьезно ранен. Впрочем, этого они и боялись. Блондинчик решает отправиться к нему. Торкель меж тем вопит, чтобы они не несли чушь. Ожоги — несерьезное ранение. Пусть уже несут ему его топор. В самый разгар его бомбежки к нему приходит Торфин. Увидев его, здоровяк обрадовался. К ним уже успел подоспеть и Эскил. Увидев нашего добряка, он тут же бежит к нему. А затем его приметил и Сигурд, который тут же хватает его за грудки. Он очень зол на коротышку. С ним же Эйнер и Лейв. И все что-то хотят от Торфина. Добряк просит успокоиться. Пусть говорят по очереди. Услышав, что Гудрид все еще там, он растерялся. Лейфу очень жаль. Это все его вина. Сигурд же верещит, чтобы Торфин вернул его невесту. Наш добряк просит не волноваться. Он обо всем позаботится. Тем временем в Йомсбурге казнят пленных. И один из викингов требует, чтобы они были более милосердны к таким же воинам, как они. Пусть дадут им в руки оружие. Его окликает товарищ, который в эту минуту задается вопросом. Где находится душа? В голове или теле? Наверное, сейчас они могут это выяснить. Он говорит своему товарищу, что когда ему отрубят голову, пусть попробуют пошевелить ртом или плечами. В том, что пошевелится, наверняка и есть душа. Олаф говорит, что это чушь. Им нужно думать о другом. Без оружия им не попасть в Вальгаллу. Его товарищ произносит, что существует множество теорий, как попасть туда. Олаф причитает, что вся его жизнь была напрасной. Каждый воин мечтает попасть в Вальгаллу. Сражаться днем, бухать ночью. Красота ведь. Его друг говорит, что если подумать, это ничем не отличается от их повседневной жизни. Все просто продолжится. Ничего не меняется. Ни в этом, ни в следующем мире. Как же он устал от этого. Возвращаемся в лагерь Торкеля. Лейфу оказали помощь. Сейчас ему нужен отдых. Покинув его палатку, Эйнер и Торфин обсуждают дальнейший план действий. Первое, что им нужно — передать послание Торкелю. Чуть позже встреча произошла, но Длинный, разумеется, посчитал его кретином. Какой еще мирный договор? Эйнер поясняет, что Бальдер не согласен со своим дедом, и он без боя готов отдать титул. Торкель говорит, что от ребенка и не стоило ожидать взрослых решений. Никаких надежд уладить все миром нет. Тогда Эйнер просит остановить войну из-за их товарища, что остался в крепости. Но прекращать все из-за девчонки? Что за вздор? Помощник Торкеля решает спросить, а как, собственно, он со стариком сбежал из крепости? Оттуда ведь невозможно просто так сбежать. Существует тайный проход в крепость? Эйнер говорит, что они просто-напросто спустились по веревке. Эсгейр не поверил ему. Ночью Сигурд наблюдает за крепостью. Его Гудрид там. Вот только как туда попасть? Ему предлагают посоветоваться с Торфином. Но Сиг говорит, что если этот карлик попадется ему на глаза, он прикончит его. Ведь все беды, что свалились на них,
Его вина. Впрочем, он, конечно, так сказал, но поверить в это трудно. Ведь Торфин родич Торкеля. Если он ему что-то сделает, на них свалится еще больше бед. От разговора с товарищами его отвлекает Асгейр. Он отводит его в сторону и говорит, что ему доверят ультраважное задание. Тем временем Торфин и Хильда собираются идти туда. Эйнар спрашивает, уверен ли он? В такую темень он может и не найти тоннель. Но деваться некуда. Днем его заметят. Он просит Эйнара присмотреть за Лейфом и обещает, что с ним все будет в порядке. Хильда отдает ему свои вещи и просит присмотреть за ним. Эйнар умоляет, чтобы она позаботилась о Гудрит и Торфине. Но Хильда равнодушно отвечает, что ее волнует только поведение Торфина. Сигурд и остальные тем временем заметили, что Торфин и еще кто-то прыгнули в лодку. Все-таки тайный ход существует. Сигурд собирается отправиться за ними. Это его шанс проявить себя. Возвращаемся к пленникам. Голова одного из них слетела с плеч, но его товарищ даже не заметил этого. На самом деле ему плевать на Вальгаллу. Его пугает, что все время идут кровопролитные битвы, и это никогда не изменится. Убийства, грабежи, пожрать, напиться, нагадить, взять женщину, драться ради драки, жить ради выживания. Ему хотелось бы чего-то большего. Не просто места вроде Вальгаллы, чего-то еще более великого, прекрасного, чему можно было бы посвятить всю свою жизнь. Но он и сам не знает, чем это может быть. Так что это не имеет значения. Наконец он обратил внимание на своего товарища. Черт, он прозевал его смерть. Мгновение спустя, и его голова слетела с плеч. Торфин и Хильда, воспользовавшись тайным проходом, пробрались внутрь. Им повезло. Они не закрыли колодец. Наш добряк собирается подняться и сбросить девушке веревку. Но внезапно они увидели чей-то силуэт. Торфин напрягся. Но человек с той стороны уверяет, что он им не враг. В подтверждение своих намерений им сбрасывают веревку. Хильда беспокоится. Это может быть ловушкой. Но деваться им некуда. Поднявшись, они видят девушку. И та просит их подтвердить, что они те, кого она ждала. Торфин без труда прошел проверку. Девушку зовут Нанна. Господин Бальдер приказал ей помочь тем, кто будет в колодце. Гудрит устроили рядом с ним. Она проведет их к ней. Торфин решил довериться девушке. Служанка же вручает им заготовленные заранее вещи. Сигурд, к слову, тоже пробрался, только чуть позже. Стоит ли ему следить за Торфином? А зачем? Вряд ли он знает, где Гудрит. Внезапно он услышал голос своих подчиненных. А они что здесь забыли? Сиг в бешенстве. Это же его задание. Начинается возня, ведь его товарищи вчетвером пытались забраться. Он не оценил их преданность и требует, чтобы они возвращались. Для начала Сиг пытается вытащить одного из них. Однако придурки были настолько громкие, что привлекли внимание стражи. Сигурду удается вытянуть толстого. Остальные падают в колодец. Кажется, толстяку сейчас не поздоровится. Но Сигурд пускает в ход цепь, обезоружив противника. Без тени сомнения он убивает своего врага. Вот же срань. Их вылазка провалилась. Полностью. Нужно выбираться. Но не все так просто. К ним уже успели подоспеть стражники, отрезав им путь к отступлению. Дело начинает пахнуть писюнами. Переносимся к стражникам, которые устроили соревнование. Попади стрелой в глаз трупа. Однако, это не так-то и просто сделать. По-хорошему, его бы перевернуть. Вот только командир Флоки убьет каждого, кто посмеет открыть ворота без приказа. Но это и к лучшему. Эти непреодолимые ворота остановили даже Торкеля. Неожиданно они увидели человека. Когда он подошел поближе, мужчины узнали его. Это же Гарм. Все-таки ему удалось выжить. Паренек вернулся за своим копьем. Впрочем, стражникам плевать. Они пытаются пристрелить его. Но Гарм без труда уворачивается. Им, наверное, все равно. Но это копье было изготовлено на заказ. Он уйдет, как только получит его назад. Разумеется, мужики выписали ему путевку к ближайшим половым органам. Гарм спорить не стал и послушно ушел. Что не так с этим парнем? Вот только чудак отошел только чтобы размяться. Закончив с этим, он рванул к воротам. Мужики, увидев это, нехило обделались. И роняя кал, начали стрелять в него. Но Гарм слишком быстро. Без труда он забрался наверх. Тут же поднимается тревога. Но паренька волнует только его копье. А пока его нет, нужно обзавестись заменой. Что Гарм и делает.
Забравшись на крышу, паренек впервые подумал о том, что забыл самое важное – план действий. Но вот поднять нешуточный переполох ему удалось. Стражники обеспокоены ситуацией. Нужно защищать Бальдера. В это же время Гудрид пытается пробраться к колодцу, но из-за шумихи у нее ничего не вышло. Мелкий понимает, его побег обречен на провал. Так что девушка должна забыть о нем и думать только о себе. В это же время Нана во все горло орет, что видела недруга. Большая часть охраны Бальдера тут же спешит проверить ее слова. У двери осталось только двое, и у них есть смутные сомнения по поводу этой ситуации, которые спустя мгновение подтвердились. Ведь Торфин молниеносно вырубает их. Гудрид явно не ожидала увидеть его. Переносимся к местным болванам. Сигурд и Толстяк устроили пожар в крепости Паника. Это увидели люди Торкеля. А храбрец-то неплох. Тайный ход все-таки был найден. Асгейр приказывает будить Торкеля. Нужно готовиться к бою. Он и не думал, что у него получится. К слову о храбреце. Вместе с Толстяком они нашли укрытие в бочках. Толстый спрашивает: «Ах, зачем пожар?» Сигурд объясняет, что он сделал это, чтобы подать сигнал Асгейру. Теперь им нужно приступить ко второй цели задания – открыть ворота крепости. Но с этим будут большие проблемы. Впрочем, на это ставка и не делалась. Вот только теперь, когда колодец заблокирован, у них просто нет другого выхода. Вот только они так и не нашли Гудрид. Сколько же бед из-за этой дрянной девчонки. Когда он наконец вернет ее, то непременно прикует к столбу, чтобы она не смела больше так издеваться над ним. Толстяк спрашивает: а он вообще любит ее? Разумеется, такой вопрос бесит Сигурда. Это ведь вообще не важно, какие у него там чувства к ней. Вот только его товарищ все понимает. Сиг просто боится своего отца. Но чего он хочет на самом деле? Ему нужно следовать своим чувствам и желаниям. В таком случае и он, и Гудрид будут счастливы. Сигурд не желает его слушать. Сейчас им нужно думать о другом. И о чем Толстяк только думал, затевая такие разговоры в такой момент. Вот только и вправду, чего он хочет на самом деле? Тем временем Гудрид, узнав, что Торфин пришел только из-за нее, засмущалась. Ее чувство к нему все сильнее. Кажется, она счастлива. Торфин же знакомится с Бальдером, который тут же пытается сбагрить ему титул вождя. Но услышав, что наш добряк не желает им быть, удивился. Эйнар не врал. Но если ни один из них не хочет быть вождем, то почему началась эта война? Торфин согласен с ним. Это странно. Неожиданно в покое Бальдера входит дед. Это ведь он освободил пленников. Вот только увидев Торфина, он побледнел. В этот же момент чистая ненависть захлестнула Торфина. Это же он ответственен за гибель отца. Квадратноголовый приказывает убить его. Хильда тут же схватилась за арбалет и устранила одного из нападавших. Вот только второго она убрать не успевает. Правда, это и не нужно. Торфин, позабыв о своих убеждениях, ломает руку мужчине и выхватывает его меч. Команда нашего добряка в ужасе. Он сам не свой. С мечом наперевес Торфин приближается к Флоке. Гнев переполняет его. Хильда готовит свой арбалет. Напуганный Флоки пытается позвать на помощь. Проклятье! Почему он в крепости? И эта реакция. Он что, узнал правду? Неважно. Сейчас ему нужно защищать Бальдера. Он собирается дать отпор Торфину. Такому, как он, не победить вождя. Вот только спустя мгновение этот вождь лишился нескольких пальцев и упал на колени. Торфин собирается прикончить его, позабыв обо всем. Но в последний момент Бальдер закрывает его своим телом. Флоки просит внука отойти немедленно. Гудрид в недоумении. Она хочет помочь ему, но Хильда просит ее держаться подальше от него. Видимо, перед ними Флоки. Тот самый человек, который убил отца Торфина. Сейчас он слишком опасен. Любое неверное движение, и он превратится в зверя. Переварив новую информацию, Гудрид умоляет Хильду остановить его. Там ведь Бальдер. Арбалетчица так и планирует поступить. Она остановит его раньше, чем он сможет ударить. Бальдер, взглянув в глаза Торфина, решает сказать ему. Ему понятны его чувства и то, что он никогда не простит его деда. Но если иного выхода нет, пусть сперва убьет его. Флоки тут же кричит на внука. Но Бальдер требует, чтобы дед перестал держать его за ребенка. Он все знает о его делах. И когда он услышал об этом страшном убийстве, он сразу понял, что это в стиле деда.
Он знает, что дедушка неплохой человек. Это все ведь из-за него. Он убил всех этих людей и развязал эту страшную войну ради него. И все плохое, что он делал, было из-за того, что он желал ему счастья. Бальдер разрыдался. Ему так жаль. Он просит прощения у Торфина. До сегодняшнего дня он не смог остановить его. Дед пытается успокоить внука. Торфин стоит неподвижно, но меч в его руке дрожит. Эмоции переполняют его. Наконец он поднял меч над головой, а затем разбивает его от колена. Сделав это, Торфин выдохнул, а Хильда опустила арбалет. Может, она ошибалась в нем? Связав Локи и подсосов, компашка выходит на улицу. Торфин и Хильда переоделись в стражников. Дедуса, кстати, оставили без перевязки, но Бальдер не переживает за него. Его все равно скоро найдут. Торфин же с того момента так ничего и не сказал. Гудрид переживает. Она действовала, не подумав, и доставила ему хлопот. Но даже несмотря на произошедшее, Торфин потрясающе смог справиться с собой. Наконец Добряк заговорил. Он чуть не сорвался. Впрочем, поболтать им не дает Бальдер. Им нужно двигаться спокойно и не привлекать к себе внимания. Вот только подобравшись ближе к колодцу, они увидели, что проход закрывают солдаты. Торфин злится. Как же он устал от всего этого. Ему нужен отдых. Ну вот и все. Как вам серия? Как по мне, Торфин прям самец молодец. Смог сдержать свою ненависть и не вернуться на путь убийств. Продолжение будет через неделю. На следующей неделе, кстати, будет и Бродяга, так что 2 пересказа сразу. Если же ждать неохота, то на Бусти Винланд пересказан до 186 главы. И вообще там видосы длиннее, без цензуры, хотя у меня на канале редко встречается цензура. Но это не важно. Самое главное, пересказы там выходят раньше, чем на канале, из-за того, что я делаю огромный видос, потом уже делю его на части. Плюс вы очень сильно помогаете моему каналу. К слову об этом. Выражаю максимальную признательность Тазику, Максиму 426, Крамеру, Сергею Сушко, Александру, Дизу, Unstable Player'у, Кэпу, Артуру Просто, а также вот этим замечательным мальчишкам и девчонкам. Даже учитывая колоссальный спад просмотров, благодаря им я продолжаю делать то, что люблю. Не так быстро, как хотелось бы, но я всего лишь человек. И работаю один. Ну, почти один. Плиточная деревня, вам тоже спасибо. За эти пару месяцев я сделал несколько видосов без вашей помощи. И могу сказать, что в соло нарезать плитки, это, конечно, можно, но с вашим участием намного приятнее работается. Ну ладно, пора прощаться. Спасибо за просмотр. До скорой встречи.